Привет, меня зовут Лена. Я готовлю ПП-десерты без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить вкуснейший зимний десерт – снежки из птичьего молока. Мягкие, воздушные, в меру сладкие, с невероятной текстурой знакомого из детства птичьего молока и легким оттенком кокоса. Кажется, настоящий снежок в мечтах должен быть именно такого вкуса. Их можно приготовить заранее, хранить в морозилке и в праздничный день достать для обсыпки. При всех этих достоинствах они к тому же низкокалорийны, низкоуглеводны и не содержат лактозу. Для застывания суфле я буду использовать силиконовую форму для муссовых пирожных в форме шаров. Внутри нужно смазать ее жидким растительным маслом. Также заранее я вставляю в высокий стакан кондитерский мешок. Теперь можно приступать к приготовлению суфле. Нам понадобятся 3 белка крупных куриных яиц, или можно, как я, использовать сухой яичный белок альбумин. Для этого нужно взять 105 грамм воды и 15 грамм альбумина. К белкам добавляем 1/4 грамма ксантановой камеди, если она у вас есть. Можно не добавлять, в данном рецепте это не обязательный ингредиент, но с ней надежнее. Я размешиваю камедь сначала с сухим яичным белком, а потом добавляю воду и тоже тщательно размешиваю. Ксантановая камедь – это натуральный ингредиент, который помогает взбитым белкам оставаться стабильными даже без использования сахара. Оставляем альбумин набухать в воде на несколько минут. Также нам понадобится 100 грамм какого-либо объемного подсластителя. Здесь не подойдет интенсивный, такой как фитпарад, так как вы не можете взять его 100 грамм, это будет слишком сладко. Но можно использовать натуральные сиропы без сахара, мед, а также смесь эритрита и изомальта. У меня здесь подсластитель Monk Fruit или фрукт монаха в смеси с эритритолом. Это натуральные безопасные подсластители без калорий и, соответственно, углеводов, которые не повышают уровень сахара в крови. При этом привкус эритритола в этой смеси практически не чувствуется. Ссылку на мой подсластитель, а также варианты замены я оставлю для вас в описании под видео. Добавляем 70 грамм воды и 8 грамм агар-агара. Перемешиваем. В таком варианте конфеты получатся умеренно сладкие, совсем не приторные. Если вы любите сладость ближе к классическому варианту, добавьте на этом этапе немного подсластителя с высокой степенью сладости. Отправляем на плиту и увариваем до нужной температуры и густоты. Я вам обязательно покажу и расскажу как. Но одновременно с увариванием нужно начинать взбивать яичный белок. Я домешиваю альбумин, теперь он легко расходится. Отправляю белок в чашу для взбивания и взбиваю на средней или средневысокой скорости до появления устойчивых пиков. Здесь крайне важно не перевзбить, особенно если вы не используете камедь. Следите за белками очень внимательно. Как только появятся устойчивые пики, нужно останавливать взбивание. За сиропом тоже важно следить. Его варим на среднем огне, слегка помешивая. Можно при этом замерять температуру для точности. Если у вас подсластитель такой же, как у меня, то достаточно довести до 93-94 градусов Цельсия. Если вы используете сироп или мед в качестве подсластителя, то температура будет выше. Лучше всего ориентируйтесь на консистенцию. Готовый сироп будет стекать с лопатки непрерывной тонкой струйкой. Проверяем консистенцию белков. На них должны быть видны устойчивые пики. Если вы остановите взбивание, белки будут абсолютно неподвижны при повороте чаши. Я не останавливаю, так как сироп уже готов. Вливаем сироп тонкой струйкой, стараясь не попадать на венчик. Я около минуты вливала сироп, и теперь надо действовать быстро. Вливаю 100 грамм кокосовых сливок комнатной температуры или теплее. Вместо них можно использовать кокосовое молоко или мягкий творог с небольшим количеством масла ги, если вы употребляете лактозу. Теперь осталось только вмешать эти ингредиенты. Я соскребаю лопаткой все непромешанные участки. Еще раз взбиваю до однородности. Сразу перекладываем эту массу в кондитерский мешок, пока она не застыла. Отсаживаем в заранее подготовленные формы.
Накрываем заготовки пищевой пленкой и отправляем в холодильник примерно на 1 час, а потом в морозилку еще как минимум на 3 часа. Когда пирожные хорошо проморозились, их очень легко достать из формы, не повредив. Получаются вот такие очаровательные шарики. Перекладываю их в контейнер, накрываю крышкой и оставляю в холодильнике до разморозки. Обычно достаточно 3 часов. Когда шарики оттаяли, они уже достаточно мягкие, чтобы на них можно было нанести посыпку. В качестве покрытия у меня кокосовая стружка, но можно взять также кокосовую муку. Со стружкой получается вот такой рельефный снежок. С мукой он будет просто бархатным. Вот такие очаровательные пирожные получились. Очень просто, необычно и так по-зимнему. Давайте разрежем одну. Эти снежки мягкие, воздушные и очень вкусные. Нежно тают во рту и дарят потрясающий вкус. У них легкий кокосовый оттенок вкуса благодаря кокосовым сливкам в составе, а стружка его еще немного усиливает. По текстуре это настоящее птичье молоко, только в данном варианте абсолютно не приторное. С такой калорийностью и пользой это просто подарок. И вы можете регулировать уровень сладости на свой вкус. Меня эта идея со снежками так вдохновила, что я заготовила их себе на зиму и счастлива возможности радовать себя и близких полезными десертами в любой момент. Спасибо за лайк, готовьте с удовольствием, готовьте красиво и наслаждайтесь зимним настроением. Пока!